Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как связать носки на вот таком приспособлении. Вот от него коробка. Значит, сюда прилагается само приспособление, крючок, как пишут в инструкции, и сама инструкция, по которой я вам буду рассказывать, как вязать носок. Причем, что интересно, носки вяжутся на разную ногу. Вот этот носок я связала на правую ногу, а на левую я уже не стала вязать. Почему? Отличие левого и правого носка только в пятке. Также я вам покажу, как делать убавление на мысе. И, естественно, покажу, как вязать пятку для левого носка. Значит, что еще интересно? Приспособления эти даются на разный размер. Вот размер S, есть размер L и есть размер M. Значит, вот здесь написано M на какой размер, L на какой размер, и S на какой размер. Вот, а вам уже выбирать, на какой размер брать это приспособление, если вы надумаете. Ну, а у кого уже они есть, одно или два, или больше, вот будем сегодня с вами вязать носок. Значит, можно вязать митенки, чулочно-носочные изделия. И указано, какой пряжей работать. То есть той пряжей, которая подходит для спиц от 2 до 5. Ну, вот я связала 2 полоски. Посмотрите, как они вяжутся. Значит, узоры и изнаночные петли вы можете найти в интернете. Вы так и задайте вопрос. Узоры для вязания на луме. Что еще хочу сказать? Сразу весь носок не вяжите. Потренируйтесь. Свяжите маленькую часть. Для чего? Чтобы понять, как вяжется пятка. Заодно вы посмотрите, какое натяжение нити делать. Вязать нужно очень слабо. Вот на что я вязала слабо, и то я вот померила носок, туговато идет. Ну, а так, в принципе, это приспособление очень даже неплохое. Причем оно удобно для людей слабовидящих. На этом приспособлении могут вязать даже дети и мужчины. Единственный недочет в этом приспособлении в том, что вот здесь цифры выбиты. Вот они. Их очень плохо видно. Вот я нарисовала сюда цифры лаком для ногтей. Вот. И по этой стороне тоже можно нарисовать для удобства. Вот. Подходит для вязания носков и чулок соответствующим размером обуви 20-31.
То есть вот эта данная инструкция конкретно к этой упаковке. Вот есть обозначение только белым цветом. 2 цифры с одной стороны и 2 с другой. А остальные, они выбиты. Вот они, под штырьками. Вот это, я считаю, недоработка производителя, потому что не каждый сможет их разглядеть. Вот я попыталась нарисовать эти цифры, вынести вот сюда карандашом перманентом, и то он стирается. Ну вот это вот для 36 размера, маленький номерок такой. Вот. На нем мы будем вязать. Это как раз мой размер носок. А, вот еще что хотела рассказать. Тут, смотрите, еще обозначение есть. Вот такие. 2 параллельные черты и 3. Различают двойную обмотку толстой пряжи для спиц от 3,5 до 5. И тройную обмотку нити более тонкой пряжи для размера спиц от 2 до 3. И поэтому вы всегда смотрите, какой вы пряжи вяжете. Либо с 2 параллельными, либо с 3. И вот здесь все это расписано. Значит, если на двойке смотрим инструкцию по двойке, если вы вяжете по пряже с 3 черточками, определенной нитью, значит, смотрите инструкцию именно вот с этим значком. Вот видите, тут 3 раза обмотка, 3 петли на штырьке, а здесь 2. Вот 1, 2. Значит, вот следуйте этим инструкциям. Поскольку у меня указано, что для моей пряжи, вот я взяла пряжу, акрил 100%, подходят спицы от 2 до 2,5, значит, я по инструкции, вот по этой инструкции, должна делать набор вот с цифрой 3, с 3 параллельными черточками. Значит, делать тройную обмотку. Ну и давайте приступим. Значит, как я уже говорила, вот цифры есть. Вот 14L, 14R. А здесь 1R, 1L. Вот отсюда вы должны начинать делать набор. Как это делается? Берете хвост нити и опускаете внутрь. И укладываете между этими 2 штырями. Вот хвостик у вас висит. И обматываете против часовой стрелки каждый штырек. Нить не затягивайте. Я вам потом покажу, что может случиться, если нить сильно затянута. Значит, как обматываем? Вот, обмотали 1 раз, перешли к следующему. Обмотали этот штырек к следующему. И так против часовой стрелки вы должны обмотать каждый штырек. Нить свободна, не тяните. Потом вот стоит только 1 носок связать, и у вас будет это идти автоматом и очень быстро. Это приспособление очень хорошо для людей, у которых ослабленное зрение.
Но единственное, я говорю, не учли. Вот эти цифры другим цветом обозначить. Вроде мы ряд закончили. Вот, довязали. Но нет. Ряд заканчивается только в том случае, когда вот этот штырек первый, L1, обмотан в следующий раз. Вот теперь ряд закончен. Ну, поскольку мне надо, значит, 3 витка сделать на каждый штырек, вот мы продолжаем еще один ряд, обматываем против часовой стрелки. Значит, дальше вы обматываете самостоятельно, вот, и остановитесь вот на этом штырьке. Вот дохожу я до последнего штырька. И когда я обмотаю третий раз L1, вот этот обозначенный, второй ряд закончен. А с этого штырька уже начинается следующий ряд. Мне же надо 3 обмотки сделать, так как у меня нитки для тройной. Значит, обматываем еще один раз каждый штырек. И так обматываем до конца. Вот заканчиваю я обматывать третий ряд. И как я сказала, когда будет на одну петлю больше над буквой 1L, ряд закончен. Вот, здесь 3, здесь 3. Четвертый раз обматываем, переносим нить вперед, берем крючок и поднимаем нижнюю петлю. Чтобы было удобно, держите крючок параллельно и перебрасываем. Видите, тут петля осталась. Вот за этот хвостик потяните, и она подтянется. Не затягивайте сильно. Все, теперь у вас это не распустится. Единственное, иногда поглядывайте, чтобы у вас петли не пошли вверх, вниз. Должны быть они все. И дальше мы поднимаем каждую нижнюю петлю и перебрасываем. Еще что? На себя сильно не тяните. Вот эту нижнюю петлю на себя не тяните. А вот взяли и перебросили. Именно столько, сколько бы хватило для того, чтобы перебросить. Перебросили и сдвинули вниз. Перебросили, сдвинули. Потом это придет к вам все в процессе вязания. Оно вяжется быстро. Петли будут у вас очень ровные, красивые. Вот за счет того, что не затянуто туго, вам будет легко вязать. Сейчас я один ряд покажу, полный. Вот я уже быстро ими вяжу. И перебрасываем.
Вот доходим мы до 1L, где мы начинали. Перекинули. И теперь мы опять берем эту нить. И вот с этого, с 1R, начинаем обмотку. И уже у нас везде будет по 3 петли на каждом штырьке. Обматывайте до этого штырька, вот до этого. И я вам еще раз покажу, как начинать и заканчивать. Вот обматываю я предпоследние штыри. И обматываю еще один раз 1L. Вот этот. Тогда ряд считается законченным. И нитку на себя. Вот эти вещи поправьте. И начинаем мы снимать петли с 1L. Вот 1L. Все, можно отпустить. И дальше мы работаем. Вот я параллельно ставлю крючок. И оно легко снимается. Итак, снимаем петли до вот этого штырька, который не обозначен белым цветом. Это мы вяжем лицевые петли, и причем мы вяжем с вами резинку. Вот на схеме как раз обозначена вот эта первая часть. Вот ее мы будем вязать. Будем вязать вот здесь резинку. И дальше будем вот эту часть вязать. Что хочу заметить. Вы потом, когда некоторое время проплетете, провяжете, и вы увидите, что мы вяжем лицевыми петлями. Это все лицевые. Изнаночных здесь нет. Ну, по крайней мере, в инструкции про изнаночные петли ничего не говорится. Вяжется только лицевыми. И вот смотрите, что у вас должно получиться. Вот такая симпатичная будет резинка. Вот. Значит, вы провяжете резинку на такую ширину, которая вам нужна, чтобы свернуть вдвое. Вот так. Потом я вам покажу, как скрепляется. Ну вот, связала я резинку, которую я должна свернуть пополам. Значит, вы на всякий случай в первый раз напротив 1L в петли поставьте булавку для подстраховки. Потом вы поймете, почему, и она вам в дальнейшем не нужна будет. Теперь мы заворачиваем внутрь. Вот. Значит, после того, как вы свернули, вот эту нитку рабочую оставьте снаружи, чтобы она туда не попала. И вот на 1L надеваем вот петля и вот хвостик. Вот мы здесь начинали вязание с вами. Вот эту петлю надеваем на 1L. И затягиваем. И дальше вот эти наружные петли набрасываем на штырьки. И так по кругу их все набрасываем. Следите, чтобы у вас здесь не соскочило. Вот можно подтянуть немного.
Вот, и так по кругу набрасываете. Вот набросила я все петли на штырьки, но для одного штырька петли не хватило. Почему? Потому что закон трикотажа. Петель в начале набора на одну меньше, чем в конце. У нас 28, вот у меня в этом приспособлении 28 штырьков. 28. А петель в наборе получилось 27. Это всегда так будет, на одну петлю меньше. Поэтому не переживайте. И вот на последний штырек возьмите любую петлю. Вот, допустим, эту. И накиньте ее сюда. Все. Значит, это понятно. Дальше. Значит, вот так петли все подвиньте, чтобы у вас они не снялись. Подтяните туда, внутрь. Значит, я связала вот этих рядов 22 ряда. Вы уже определитесь там сами. Значит, вот этих рядов я связала 22. И свернула пополам. Вот так. Ну и дальше мы что делаем? Как обычно, мы сейчас наматывать не будем, а сразу будем закрывать ряд. Вот так. Смотрите, чтобы у вас не соскочило. Это типа мы набрали ряд дополнительный. Вот так закрываем резинку. Все. И так закрываем до этого штыря. Ну вот, закрыла я все петли резинки. И теперь мы опять вяжем, как вязали ранее. Значит, здесь у нас 3 петли. Значит, начинаем обмотку со следующего штифта. Нитку не затягивайте, не забывайте об этом. Закончили ряд и здесь зафиксируем. Везде по 3 петли, а здесь должно быть всегда на одну больше. И все. И опять продолжаем вязание, как вязали ранее. Значит, провяжите какое-то количество рядов самостоятельно. И потом я вам покажу, как добавлять нить другого цвета. Итак, провязала я после резинки, вот где соединила, вот здесь видно даже, вверх 12 рядов.
12 рядов. И дальше берем пряжу другого цвета. Вот эту пряжу основного цвета убирайте назад. Она должна у вас всегда сзади быть. Укладываем внутрь хвостик. И опять же вставляем между этими штырями отмеченными. И обматываем. Начинаем обмотку с 1L. Вот отсюда. И дальше опять по кругу обматываем все штырьки. Напоминаю, нить в свободном состоянии, не натягивайте. Вот, нитку опять перебросьте, чтобы она не мешалась. Заканчиваем круговой ряд. Опять вокруг этого штырька 1L обматываем и между ними нить прокладываем вперед. Теперь смотрите, самое неприятное. Здесь у нас получается 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. А здесь только 3. Значит, нам 2 петли, вот 1, 2, надо снять и перебросить. Вот здесь будет туговато. Поэтому смотрите, чтобы эти петли не соскочили. Все, мы выровняли. Теперь у нас 3 и здесь 3. Все как положено. И дальше опять мы снимаем нижнюю петлю и перебрасываем. Значит, я как считаю ряды? Когда закрываю ряд, вот перебрасываю петлю, ряд закончен. Опять перебрасываю, ряд закончен. Так я считаю ряды. Все, дальше вяжем по кругу, доходим до маркировки 1L, и я вам опять покажу еще раз. Вот доходим мы до 1L. Вот последнюю петлю снимаем. Эту нить, пряжу опять откидывайте назад. И обмотку начинайте с этого штифта 1R. Итак, мы обматываем и провязываем такое количество розовым цветом, который вам нужен. Значит, дальше вяжем точно так же, как и в самом начале. Вот обматываю я очередной ряд до конца. Здесь у меня 1, 2, 3, 4, а здесь 1, 2, 3. Все как и положено. Все, и дальше вы вяжете такое количество рядов розовым цветом, которые вам необходимо. Вот я уже второй раз снимаю. Значит, я провязала
2 ряда. И нить эту всегда убирайте от себя, которой вы не пользуетесь. Убирайте. Петлю сильно не вытягиваем, как обычно. Только для того, чтобы ее перебросить через штырьки. Провязала я розовой нитью 5 рядов. И теперь перехожу опять на основной цвет. То есть вот на этот, на бирюзовый. Значит, у нас нить как была расположена? Мы розовый вязали, и розовый была впереди, а это была сзади. Теперь мы эту нить отбрасываем назад, а эту вперед. И укладываем опять между этими же штырями. Опять обматываем 1 L и пошли дальше обматывать. Дойдете до этого штырька, и я вам дальше опять покажу. Заканчиваю я круговой ряд. Вот нитью бирюзового цвета. И по инструкции мы должны еще раз его обмотать, то есть закончить ряд. Эта нить у нас сзади. И опять смотрим. Здесь у нас 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. А здесь только 3. 1, 2, 3. И здесь 3. Значит, здесь мы должны снять 2 петли. Вот, 2 петли снимаем и перебрасываем. Вот, перекинули 2 петли. У нас осталось 3. Все как положено. И дальше опять снимаем по 1 петле. Ну вот, связала я какую-то часть. Это еще не все. Я, наверное, еще этим цветом уже провяжу побольше. И потом перейду к пятке. Вы вяжите столько, сколько вам нужно. Вяжите разное количество полосок, разное количество петель, какое вам захочется. Ну и пятку я вам покажу. Теперь мы с вами переходим непосредственно к вывязыванию пятки. Вот эта схема. Значит, у кого есть она, откройте на той странице, где написано «Убавка петель» на пятке, причем правый чулок или носок. Вот у меня 2 колодки, левая и правая. И как написано в инструкции, убавка петель на пятке, правый чулок. Значит, вот на эту колодку будем вязать, то есть на правую. А эту не вяжем пока. Вот на правую. Почему на правую колодку? Потому что вот здесь, где у нас начало и конец наборного ряда, вот здесь может немного отличаться вязание. И чтобы эта часть была с внутренней стороны. То есть на правую ногу. Вот сюда.
когда мы вяжем носки на спицах, у нас этого перехода практически не видно. А здесь он немного виден. И обратите внимание на схему, где стрелки идут сверху вниз. И двойка стоит. То есть каждый ряд провязывать 2 раза. 1 раз провязали, 2 раз провязываем. Ну, давайте пробовать. Значит, вот здесь в инструкции написано, с какого штифта надо начинать и каким заканчивать. Внимательно посмотрите, а я буду вам рассказывать на своем размере. Значит, в моей инструкции, вот я по этой вяжу, убавка петель начинается от штифта 1R и заканчивается штифтом 14R. Причем надо обмотать 2 раза. Вот двойка стоит. Так, вот у меня 1R, а 14R с этой стороны. Вот обматываем, как обычно. И закрываем петли от 14R и до 1R. Закрываем петли. И последний штифт закрываем. Это мы провязали 1 ряд. Теперь 2 ряд нам нужно обратно провязать. Здесь мы нить прокладываем таким образом. Смотрите. Сначала заводим за штифт вперед, потом назад и обматываем по часовой стрелке. Давайте еще раз показываю. Значит, в обратном направлении мы обматываем штифт, где у нас закончилась нитка, сначала к себе, потом между штифтами и по часовой стрелке. И обматываем 1R. И нить к себе. И тоже закрываем петли. Вот здесь аккуратно, чтобы не соскочила петля у вас.
И в 14 тоже мы петлю поднимаем.